Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Знаете, что такое орханофобия? Это частый случай зоофобии, боязни паукообразных, относящийся к числу самых распространенных фобий голых обезьян. У некоторых орханофобов гораздо больший страх может вызвать даже не сам паук, а его изображение. Поэтому настоятельно рекомендую убрать от экранов всех обладателей чувствительной психики. Все потому, что у нас сегодня в гостях очень неприятный представитель паукообразных. Встречайте сальпуг, они же фаланги, они же верблюжьи пауки, они же бихарки, ветряные скорпионы. И из-за того, что они способны развивать скорость до 16 км в час и прыгать до метра в высоту, они же солнечные пауки. И все это отряд паукообразных. На сегодняшний день известно около 1000 видов сальпуг. В России сальпуги повсюду распространены на территории Крыма и на Кавказе. Множество сальпуг обитает в Казахстане, Таджикистане и странах Средней Азии. Сказать, что сальпуги не особо приятные на вид, значит ничего не сказать. Латинское название в переводе обозначает «убегающий от солнца». В Южной Африке сальпуг называют парикмахеры или бродобреи. Эти названия относятся к местным стереотипам о том, что сальпуги своими мощными хелицерами способны выстригать волосы людей и животных и выстилать ими свои подземные гнезда. Сальпуги – это довольно крупные паукообразные. Среднеазиатская сальпуга, например, достигает в длину 7 см. Их тело и конечности покрыты длинными волосками. Щупальца, расположенные впереди, они очень похожи на конечности и выполняют их функцию. Все сальпуги очень подвижны, и почти все они ночные хищники. Устройство глаз сальпуг сродни скорпионьему. Они имеют 2 сложных глаза спереди и по одному на каждом боку головогруди. Сложные глаза реагируют на свет, а также на движение приближенных объектов. Таким образом, сальпуга обладает минимальной задержкой реакции, что примерно как у мухи составляет долю секунды. Это делает ее отменным охотником и едва ли уловимой добычей. Крупные хелицеры являются одним из самых заметных признаков сальпуг. Из всех паукообразных сальпуги обладают самыми крепкими и упругими хелицерами, способными прокусить человеческий ноготь. Каждая из 2 хелицер имеет 2 части, скрепленные суставом, что в сумме образует клешню, похожую на клешню краба. На хелицерах расположены зубы. Мощность этих хелицер позволяет сальпугам срезать шерсть и перья жертвы или падали, прорезать кожу и даже тонкие косточки птиц. Питаются наши ночные кошмары большинства обезьян в основном крупными насекомыми, многоножками, мокрицами или же мелкими позвоночными. Особо крупные виды способны бодаться с ящерицами. Пищу сальпуги хватают своими удлиненными передними конечностями, которыми присасывают жертву как пылесос. После поимки своими хелицерами, которые выглядят как жвалы, они начинают перемалывать свою жертву в фарш. Весьма неприятным зрелищем является их угрожающая стойка. Они поднимают щупальца вверх и широко раскрывают свои клещи. Нужно сказать, что фаланги весьма агрессивны и бросаются на все и всех, что посчитают угрожающим. При броске на противника издают истошный писк за счет трения хелицер друг от друга. Волосы на конечностях сальпуги отращиваются ей не ради брутальности, а ради органов чувств, так как этими волосками, а также перепонками, находящимися у них на брюшке, они способны
способны улавливать любые колебания в воздухе и находить свою жертву. Частенько сальпуги устраивают настоящие побоища со скорпионами за обладание жертвой. Связано это с тем, что оба животных имеют схожие потребности в пище и схожий способ охоты. Именно поэтому они являются прямыми конкурентами. Эта эпичная битва обычно длится до того момента, пока сальпуга не прокусит головной отдел скорпиону, либо пока скорпион не ужалит сальпугу. Несмотря на свой грозный внешний вид, эти животные не имеют яда и не смертельные для человека. Мелкие сальпуги едва ли способны прокусить кожу, однако крупные способны оставить даже рваную рану. При укусе сальпуги необходимо промыть рану чистой водой и обязательно продезинфицировать, так как на ее хелицерах частенько остаются сгнившие останки счастливчиков, которых она сожрала до этого. Это так называемый трупный яд. Хотят любви эти прекрасные животинки в разное время года в зависимости от ареала обитания. Самец фаланги находит свою избранницу по запаху, которым паучиха его и зазывает. Однако после спаривания самцу приходится скорее уносить ноги, поскольку у его партнерши начинается приступ агрессии, и она вполне может его сожрать. Самочка же ищет удачное место, куда отложить будущих персонажей ужастиков. Пауки фаланги пользуются большим спросом для содержания в домашних условиях. Для этого необходим просторный террариум и источник тепла. На дно нужно насыпать гальку или песок. Также положить туда листья, веточки, чтобы пауки могли прятаться. И обязательно нужна поилка. А вы боитесь пауков? Если не пауков, то кого из мира животных вы боитесь? Напишите в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!